Каталонский Реус впервые упоминается в исторических документах XII века, но похвастаться богатой историей город не может. Здесь не найти грандиозных построек римлян, не было сокрушительных побед над маврами, имя города не прославлено в эпохальных сражениях, сюда не заезжали ни графы, ни короли, и никаких великих дел здесь никто из них не совершал. В общем, город скользил сквозь витки истории, терпеливо дожидаясь своего триумфа. И должно было пройти немало времени, прежде чем о Реусе заговорили. Произошло это в середине XIX века, когда в городе появились промышленность и коммерция, и над крышами домов Реуса потянулся сизый дым из фабричных труб. На улицах стало тесно от лошадей, которые тянули огромные повозки, заваленные бочками, тюками с шелком и хлопком, тяжелыми мешками. Мелкие торговцы и ремесленники уступили место промышленникам и коммерсантам. Одним из основных источников богатства города была торговля крепкими алкогольными напитками. Реус в конце XIX века становится процветающим испанским городом, вторым по значимости в Каталонии и одним из ведущих коммерческих центров всей Южной Европы. Сюда приезжали делать деньги, и у многих это получалось. Наиболее удачливые оседали в Реусе. Эти богатые люди не жалели средств на прекрасные дома и роскошные особняки. Рядом с убогими лачугами вырастали изысканные здания в стиле модерн. Экстравагантный и дерзкий, не знающий границ, модерн олицетворял все те перемены, которые происходили в умах людей на рубеже XX века. Это было время, когда даже самые безумные идеи имели право на существование. У консерваторов от всего этого новаторства кипела в жилах кровь, а у людей энергичных и талантливых рождались гениальные идеи. История этого каталонского города – это история великих испанцев, таких как архитектор Антонио Гауди. Правда, по иронии судьбы, в своем родном городе он не построил ни одного здания. Художник Мариано Фортуни, гениал Жоан Прим, а также менее великих, таких как балерина Розита Маури, скульптор Жоан Рибуль, поэт и драматург Хоакин Батвина, и совсем неизвестных, чьи памятники и бюсты установлены в людных местах и на туристических маршрутах города Реус. Глядя на годы жизни этих персон, мы видим, что история достижений знаменитых людей Реуса укладывается в период XIX-XX веков. Сегодня Реус – один из привлекательных городов побережья Коста-Дорада. Он не стал самой популярной экскурсией в регионе. Увы, отнять пальму первенства у Таррагоны Реусу не под силу, но прослыть среди тонких ценителей прекрасного изумительным местом, где можно познакомиться с зарождением модерна в Каталонии, очень даже. Реус входит во многие туристические маршруты, правда в основном как город шопинга, хотя имеет ряд музеев и памятников истории. Достопримечательности, связанные с Гауди и каталонским модерном, лучшие образцы архитектуры начала 20-го столетия, музеи, памятники истории, множество магазинов, кафе и рестораны, удобные парковки, сервис, международный аэропорт, принимающий в том числе рейсы из России. Все это делает город достойным туристическим объектом. Что же это за явление каталонский модерн? Модерн не был изолированным явлением, уникальным для Каталонии. Для французов это был стиль ар-нуво, для англичан современный стиль модерн-стайл, для итальянцев либерти, свободный стиль. Немцы называли его югенстиль, молодой стиль. Австрийцы сецессион, стиль отделения. В США это был стиль Тиффани по имени художника и дизайнера Луиса Тиффани. В Испании этот стиль называли модернизмом. Модерн получил распространение в последнем десятилетии XIX – начале XX века, до начала Первой мировой войны. Он зародился как стремление противопоставить новые приемы в творчестве главенствующему в Европе в 1860-70-х годах направлению историзма, которое заключалось в цитировании и повторении предыдущих художественных стилей. Модерн, как ни один из других стилей, впитал в себя различные направления и подвергся влиянию стольких национальных культур и традиций, что даже специалистам сложно определить, где заканчивается историзм и начинается модерн, и где заканчивается модерн и начинается ар-деко. Ключевым объединяющим элементом всех вариаций модерна
был отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, плавных, изогнутых природных линий, подразумевающих движение, легкость, живость, а также интерес к новым технологиям. Например, в архитектуре это использование новых материалов – металл, бетон, стекло. Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. Часто художники модерна брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира. В формах модерна преобладал отказ от симметрии, вертикальные, стремящиеся ввысь доминанты, перетекание форм одна в другую. Преобладающими цветами являлись приглушенные оттенки: цвет увядшей розы, табачные цвета, жемчужно-серые, серо-голубые, пыльно-сиреневые тона. В отделке наличие мозаики, эмали, золотых фонов, чеканка по меди и латуни. Конструкции стиля часто каркасные, несущим элементом является стальной каркас. Все конструктивные элементы – лестницы, двери, столбы, балконы – художественно обрабатывались. Окна – прямоугольные, удлиненные вверх, часто с богатым растительным декором, иногда арочные. Магазинные окна – широкие, наподобие витрин. Двери стиля модерн прямоугольные, часто арочные, чаще всего плоской формы, с мозаичным орнаментом, декорированные. Большое внимание уделялось не только внешнему виду здания, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Характерными элементами интерьера модерна являлось сочетание плоскостей, гнутая мебель. Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе.